С вами доктор Кострик, мы снова на медицинском канале. Спасибо, что нас смотрите. Говорим только об актуальных заболеваниях, актуальных вопросах, что касается нашего с вами здоровья. Тема сегодняшней нашей встречи — диета для поджелудочной железы. Рекомендации, разрешенные и нерекомендуемые для употребления продукты. Поджелудочная железа — это очень важный орган, который выполняет две основные функции — эндокринную и экзокринную. Эндокринная функция связана с производством гормонов, таких как инсулин и глюкагон, которые регулируют уровень глюкозы в крови. Экзокринная функция заключается в выделении пищеварительных ферментов, которые помогают переваривать пищу, вырабатывая ферменты. Если поджелудочная железа перестает работать должным образом, пищеварительные механизмы организма нарушаются. Чаще всего это результат панкреатита, то есть заболевания, требующего правильной диеты для поджелудочной железы. Поджелудочная железа поддерживает пищеварительную систему в процессе пищеварения, и ее главная задача — это метаболизм сахаров. Когда дела идут плохо, очень важно изменить свой рацион. В связи с важной функцией поджелудочной железы как фактора в процессе пищеварения, ее дисфункция и лечение тесно связаны с продуктами, которые мы едим ежедневно. Поэтому диета для поджелудочной железы рекомендуется всем, кто страдает стандартным и острым воспалением поджелудочной железы. Наиболее распространенной причиной панкреатита являются камни в желчном пузыре, как следствие. Желчекаменная болезнь возникает из-за накопления камней в желчных протоках. Очень распространенной причиной панкреатита является чрезмерное употребление алкоголя. Другими источниками заболевания могут быть аутоиммунные реакции и некоторые генетические заболевания. Диета для поджелудочной железы основана прежде всего на потреблении легкоусвояемых диетических продуктов. Порции должны быть небольшими, чтобы не перегружать орган. Кроме того, следует полностью исключить из своего рациона тяжелую, жирную, жареную пищу, а также продукты, богатые клетчаткой. Также обязательно исключить употребление алкоголя и других стимуляторов, например, кофе, сигарет. Кроме того, следует выбирать продукцию наивысшего качества, поэтому стоит обращать внимание на ее состав, внимательно анализируя этикетки. Принципы панкреатической диеты следует соблюдать в первую очередь людям, имеющим заболевания, связанные с нарушением функции поджелудочной железы. Это касается прежде всего пациентов, страдающих острым панкреатитом, который характеризуется сильными болями в эпигастральной области, лихорадкой, то есть высокой температурой, и рвотой. Людям с хроническим панкреатитом, который чаще всего носит необратимый характер, также следует соблюдать диету для поджелудочной железы. Основными симптомами являются диарея и сильная боль в животе. Заболевание является следствием длительного злоупотребления алкоголем или неправильного питания. Диетические рекомендации в течение первых часов, иногда дней лечения панкреатита вам может потребоваться прекратить прием всех жидкостей и пищи. Через некоторое время врач разрешит прием пищи небольшими порциями, несколько раз в день. Блюдо можно готовить на пару. Употреблять пищу можно только при умеренной температуре, желательно приготовленную в тот же день. Их следует тщательно, эти продукты питания, пережевывать. Не следует запивать еду, но следует выпивать не менее 1,5 литра воды в течение дня. Это стоит помнить. В последний прием пищи можно осуществлять за 2-3 часа до сна, а первый в течение первого часа
после пробуждения. Небольшое количество зернового продукта следует добавлять практически в каждый прием пищи. Рекомендуется употреблять 3 порции нежирных молочных продуктов в день. Вам также следует заниматься физической активностью, соответствующей возможностям вашего организма в течение как минимум 20 минут. Из-за низкого содержания жира рекомендуется употреблять в пищу овощи и фрукты, цельнозерновые продукты и другие продукты питания, которые не подвергшиеся жарению. Особенно рекомендуются фрукты, богатые витамином С, такие как апельсины, мандарины, грейпфруты и клубника. Подробный список продуктов, рекомендуемых для диеты при заболеваниях поджелудочной железы, выглядит, например, вот таким образом. Напитки. Зерновой кофе можно, только зерновой, да, с нежирным молоком. Овощные пюре, фруктовое пюре, некрепкий чай, нежирные йогурты, негазированная минеральная вода, хлеб, пшеничный хлеб, печенье, сухари. Мясо, телятина, нежирная говядина, молодая, кролик, индейка, курица, треска, форель, щука, хек. Фрукты цитрусовые, спелый виноград без косточек, абрикосы, бананы, персики, печеные яблоки. Овощи, молодая морковка, тыква, очищенные помидоры, сельдерей. Блюда: фрикадельки, рагу, пудинги из ячменной, манной или кукурузной муки, бисквитные кнекделики из яичных белков, ленивые вареники из яичных белков, добавки к хлебу: мед, нежирный творог, нежирная ветчина, филе птицы, вареное мясо, джем без косточек, мармелад, десерты: желе, пудинг, безе, бисквит, суфле, компот. Специи: майоран, мелисса, зеленый укроп, ваниль, корица. Нерекомендуемые продукты при имеющихся заболеваниях поджелудочной железы. Следующее: в диете для поджелудочной железы следует категорически исключить алкоголь, жареную, жирную пищу, острую. Спирты повышают концентрацию триацилглицеридов, они влияют на развитие воспаления, а жиры существенно нагружают поджелудочную железу, что может привести к более длительному лечению или рецидиву заболевания, то есть повторному возникновению. Такие напитки, как крепкий чай, какао, газированные напитки, хлеб ржаной, хрустящие хлебцы, сдоба, зелень, консервы, сало, жирные сыры, яичница, вареные яйца, мясо, вот свинина, дичь, судак, карп, лосось, жиры, сало, бекон, маргарин, кулинарные жиры, овощи, крестоцветные овощи, лук-порей, чеснок, фасоль, редис, репа, сухие бобовые. Из фруктов: груши, финики, инжир, вишня. Десерты: шоколад, батончики, халва, жирные торты и пирожные. Специи: соль, винный уксус, базилик, эстрагон, душистый перец, тимьян. Этого нужно все ограничить. Важно помнить, что не все диеты полезны и безопасны для нашего организма. И перед началом любой диеты рекомендуется, конечно же, проконсультироваться с доктором, даже если у вас нет никаких проблем со здоровьем. И помните, что, выбирая диету, никогда не следуйте современным тенденциям. Некоторые диеты, в том числе бедные отдельными питательными веществами или жестко ограничивающие калорийность, а также монодиеты, могут быть разрушительными для организма, и они могут нести риск возникновения расстройств пищевого поведения, а также могут вызывать повышение аппетита, способствуя быстрому возврату к прежнему весу. Диета для поджелудочной железы. Какие же добавки можно принимать? Тоже вы часто спрашиваете об этом. При хроническом панкреатите следует соблюдать диету с низким содержанием жиров. При этом максимальное суточное потребление жиров составляет не более 6 граммов. По этой причине ваш доктор может порекомендовать вам добавки с витаминами А, D, Е и К. Также, если заболевание поджелудочной железы вызвано злоупотреблением алкоголем,
Следует также принимать витамины группы В ко всему этому и препараты поджелудочной железы, например, панкреатин. Диета для поджелудочной железы помогает пациенту уменьшить боль и остановить потерю веса, а также восполнить дефицит витаминов и минералов. Это также помогает снизить нагрузку на перегруженную поджелудочную железу. При хроническом воспалении диету следует соблюдать в течение всей жизни пациента. Примерное меню диеты при заболеваниях поджелудочной железы может выглядеть следующим образом. Завтрак. Ломтик пшеничного хлеба с маслом. Нежирный творог и очищенный помидор. Второй завтрак. Натуральный йогурт. На ужин тушеная куриная грудка, отварной картофель и отварная брокколи. На десерт можно использовать домашнее желе. Можно еще и перекусить томатным супом с рисом. Диета для поджелудочной железы может включать множество различных блюд. По мере нарастания силы и восстановления поджелудочной железы пациент может есть супы на овощных бульонах, постную ветчину, вареное мясо, легкий пшеничный хлеб, постную рыбу, пудинги с обезжиренным молоком или ленивые вареники с яичным белком. Рецепт ленивых вареников может выглядеть следующим образом. Для теста понадобится 500 граммов творога, 1 яичный белок, 3/4 стакана пшеничной муки, 1 столовая ложка картофельного крахмала, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли и 1 столовая ложка ванильного сахара. Дополнительно может понадобиться вода, масло, соль, сливочное масло, сахар и корица. Смешайте все ингредиенты для теста, переложите смесь на посыпанный мукой стол и добавьте столько муки, чтобы сформировать клетки. Чем меньше муки, тем нежнее они получатся. Наконец, посыпьте их дополнительно картофельным крахмалом, чтобы они не прилипали к столешнице. Варим в кипящей водичке, чуточку подсоленной. Приятного аппетита! А я надеюсь, что информация была полезна для вас. Будьте здоровы! Комментируйте видео, задавайте вопросы и до новых встреч!